Исторически курортный город Харрогейт был известен как одно из самых шикарных мест в Йоркшире, Англии, и славится своей турецкой баней, чайной комнатой Бейтис и водой из минеральных источников. Город довольно благородный и все еще имеет тихий, как правило, медленный образ жизни. Оглядываясь вокруг, очевидно, что мощеные улочки этого района города больше напоминают континентальную Европу и французский звук в воздухе, так как квартал Монпелье давно славится своими антикварными магазинами, художественными галереями и лучшими магазинами для дома и сада, а также ресторанами и кафе. Улица с названием «Холодная баня» напоминает нам о курортном наследии города. В этом оживленном жилом районе расположено множество кафе, ресторанов, пабов, где всегда можно найти блюда интернациональной кухни на любой вкус. Англиканская приходская церковь Святого Петра находится в самом центре Харрогейта и уже более 150 лет является сокровенным местом верующих. Справедливо замечено, что главные торговые улицы городов Англии зачастую однообразны. Харрогейт выделяется в этом плане. Несколько торговых улиц являются процветающими для многочисленных бутиков, ювелирных, обувных магазинов, деликатесов, шоколада. На шикарной улице квартала Монпелье расположено много маленьких бутиков, где можно найти что-то уникальное и совершенное именно для вас. А в большом модном универмаге Харрогейт найдутся действительно отличные магазины, и вы получите удовольствие, просматривая коллекции независимых магазинов, которые предложат вам что-то немного другое. В городе Харрогейт много садов. Вот, к примеру, сады полумесяца были разработаны в 1890 году для того, чтобы жители и гости города могли прогуляться после принятия лечебной воды и посещения спа-процедур. Тридцать 36 из 88 минеральных скважин Харрогейта находятся в садах. В Валли Гарденс имеются красивые исторические здания, большое разнообразие кустарников, цветов, травяных клумб, а игровые площадки для всех возрастов делают это место идеальным для отдыха семей с маленькими детьми в потрясающей природной обстановке. Историческое наследие курорта Харрогейт начинается в далеком 1571 году, благодаря открытию минеральных источников, самой высокой в Европе концентрации серы. В 1842 году одна из этих скважин, находящаяся почти в центре города, была окружена впечатляющей новой насосной станцией, и ее вода была признана как лечебное средство, в результате чего город был назван английским СПА. Грандиозное восьмиугольное здание теперь является музеем,
А было время, когда гости города приезжали сюда пить серную воду из природного источника. Каждое утро с 7 до 9 утра дорога перекрывалась. Расставлялись столы на улице, и клиенты могли встречаться с друзьями и заводить новые знакомства, наслаждаясь приемом одного или нескольких стаканов воды перед завтраком, как доктор прописал. Сегодня королевская насосная комната Харрогейта, как я уже сказала, является городским музеем, где можно ознакомиться с историей спа-центра города, минеральными источниками, целебными свойствами грязевых ванн и популярностью турецкой бани. На самом деле, стейк лучше есть в стейкхаусе, а турецкую баню принимать в Турции. Это мое сугубо личное мнение. Проходя мимо разных старомодных музейных экспозиций и египетских сокровищ, выставленных в музее, я остановилась у стенда свадебных нарядов, принадлежащих реальным людям и подаренных коллекцией музея. Коллекция музея насчитывает более 800 украшений, большая часть которых была подарена известным коллекционером ювелирных украшений госпожой Пол Гранди. В музее также предоставлены некоторые другие личные свадебные вещи. Это красивое свадебное платье невеста нарядилась в день своей свадьбы 2 апреля 1960 года. Зал безмолвных невест. Кому-то понравится, если они останутся такими же после свадьбы. Так много маленьких сложных деталей в наряде. Удивительно яркое платье Flower Bomb, цветочная бомба, было разработано Ион Стюарт в 2010 году и с тех пор стало бестселлером. Эта зрелищная постановка была сделана специально для выставки «Свадебное платье 1775-2014 год» и сопровождалась вдохновленным образом Марии Антуанетты. Харрогейт имеет отношение к русской королевской семье. Среди его самых известных посетителей была царица Александра. Летом 1894 года последняя императрица России останавливалась в гостевом доме модного города Харрогейт и стала крестной матерью для новорожденных близнецов, владельцев постоялого двора, которых она щедро одаривала до самой смерти. Теперь, более чем через столетие, 2 потерянных предмета, включая экстравагантный подарок, купленный для одного из детей, будут выставлены на показ в курортном городе после того, как они были выкуплены на аукционе за 20 тысяч фунтов стерлингов. В музее постоянно меняются временные выставочные программы и постоянные экспозиции курортной истории Харрогейт. Разрабатываются тематики экскурсий. Одна из таких тем – криминалистическая. «Одеты, чтобы убить». Показывает нам связь Харрогейта с Агатой Кристи, которая исчезла в течение 11 дней в 1926 году и была в конечном итоге обнаружена под вымышленным именем в отеле «Лебедь» в Харрогейте, где мы уже побывали. Ссылку на видео я оставлю здесь, вверху. Город засыпает. Манекены в витринах с безразличным взглядом к окружающим застыли в ожидании начать свою ночную жизнь, как только мы перестанем уделять им свое пристальное внимание. Чайная комната Беттис также готова к ночи, чтобы подготовиться к встрече с новыми посетителями в новый день.
где мы с вами обязательно встретимся в моем видео.